Приветствую, друзья! Вот мы снова на Петроградке. Мы на улице Шамшева, между большим и малыми проспектами Петроградской стороны. И мы сегодня идем обозревать очередной рынок. Это рубрика «Петербург гастрономический». Современные постройки, точнее нет, современные локации в исторической обертке. Собственно, пока идем, а у нас прямо по курсу, это Дерябинский рынок, историческое его название. В советское время его переименовали в Приморский, но как-то сильно не прижился, ну да и ладно. Пока идем, и историческую справку. Пишут, что в этих границах участок существовал с 1830-х годов. На нем были обозначены деревянные строения, видимо, сараи. Они принадлежали Елизавете Мартыновне Грефс, жена аптекаря. В 60-е годы коллежский секретарь Вильгельм Богданович Керстин строит на этом месте двухэтажный деревянный дом с бельведером. Дом был обшит снаружи досками и оштукатурен. В нем имелись изразцовые голландские печи, деревянная лестница вела в бельведер, служивший также смотровой площадкой. При доме был фруктовый сад, приносящий доход, а также деревянный кухонный флигель, конюшня, сарай для экипажей, ну и сеновал, кладовые для провизии, ледник. Сам владелец проживал на Фонтанке 149. При новом владельце Голубкове дом надстраивают еще одним этажом, возводится каменная оранжерея. Но после смерти хозяина дом передается ее по наследству супруге, ее детям. А она уже в свою очередь перепродает его Колоковой. Ну и уже после земли было при доме 1470 квадратных сажений. На ней построили деревянный рынок, главным арендатором которого стал Степан Семенович Дерябин, по имени которого рынок-то в итоге и обозвали, да? На рынке можно было купить, как пишут, все: провизию, посуду, ткани, игрушки, галантерейные товары. Да господи, я тут в кусты залез. У нас весна, апрель. Пытаются какие-то зеленоподобные почки вылезти. Вот. А другую часть рыночной территории в 1890-е годы арендовал Абрам Петрович Лейферт для склада декораций. Лейферт был крупным антрепренером, известный содержатель балаганов на Марсовом поле. Считали, что зрелища Лейферта были более высокого культурного уровня, чем большинство подобных предприятий. Дело отца продолжили и приумножили его сыновья Лазарь и Александр. Семейству Лейфер принадлежали декорационные и бутафорские мастерские, мебельный магазин, мастерская обоев, театральных вещей, небольшая типография. Это маленький спойлер, куда мы сегодня пойдем. Почему оно называется точнее так? Собственно, сам старый рынок существовал долго. В годы Великой Отечественной войны сильно обветшал. На этом месте решено было построить новый рынок, символ непобежденной в годы войны страны. Архитекторами Львом Хидекелем и Олегом Голынкиным был создан проект комбинированного рынка, сочетавшего в себе колхозную и государственную торговлю. Стремительно приступили к строительству в 1953 году. Ну и, собственно, весь комплекс был задуман в торжественном таком монументальном стиле. Здание, важный композиционный центр окружающего пространства, состоит из 3 павильонов. Фасад украшают 22 колонны, как мы видим, 3 павильона. В 2 из них мы заскочим. Ну и
И что могу сказать? Был деревянный рынок, был да сплыл, обветшал. Решили после войны строить на его месте уже каменный, с помпезную. На месте данного здания располагался временный рынок на время строительства рынка советского. Сейчас идем вам показывать. Так. Вот этот супер Бабилон, наверное, еще с 90-х годов супермаркет здесь в одном из павильонов находится. Во втором центральном павильоне сейчас располагается химчистка. Как мы не вовремя подошли. Там сейчас машины мешают перебежать дорогу. Ладно, пока покрутимся, повертимся, что здесь у нас в окружении. Наше обманчиво яркое солнце, которое ни черташеньки не греет. Так, мы все, встали и бежим. Здание также помимо колонн привлекает к себе внимание еще вот это выпуклое лепное украшение в виде бычьего черепа с рогами и в гирлянде из листьев. Такие украшения называют букраней. Кстати, мы много чего узнаем. Сейчас вот заглянем в центральный павильон, где я вам покажу, как оно выглядело изнутри. Хоп. Такой вот световой фонарь по центру потолка, шикарнейшие двери. Ну и надо понимать, что во всем этом пространстве был рынок. Также рынок уже к 70-м годам немножко приутих, сдулся. Ну и в одном из павильонов был открыт магазин «Океан», скорее всего, вот в этом центральном. По-моему, в 1976 году в Советском Союзе впервые был «Океан» открыт, но и там в 90-е скупсился, а в 2000-е совсем закрылся. Здесь рядышком стоит советский троллейбус из Крыма, Симферополь-Ялта. Ну а мы сейчас зайдем в третий павильон, именуемый Балаган, собственно, в историческую дань. Да, помним, что здесь на рынке хранились декорации одного из товарищей, который на Марсовом поле балаганы устраивал. Вот. Здравствуйте. Ну, вот, собственно, мы в сам балаган проникли. Это гастропространство, в котором располагается масса независимых едалин. Без какой-то иронии говорю, да, очень много вариантов, где можно покушать. Причем кухня со всего мира. О, смотрите, там какая была. Только что пропустили. Открытый огонь. Воу. Вот это класс. Такая тайская история. Вот. И это тот же самый павильон, в который мы заходили, где химчистка. Здесь также мы видим вот это световое окно на крыше.
Но здесь пространство поделено на 3 этажа. Очень комфортненько оформлены. Везде масса этой зелени натуральной. Вот такие места. Различной природы. Есть лифт, но приятно и подняться по такой лестнице. На лестнице фреска. Есть галерея от товарища Дебош. Везде, где вы видите, можно присесть, остановиться. В тарелки никому заглядывать не будем, но заглянем в аквариум с ежами и устрицами. Живыми. Самое интересное будет на 3-м этаже. Красивейшая хрустальная вышь. Бар Ревич. Сегодня пятница. Время после работнее. Людей пока не так много. Выходной, конечно, здесь надо поискать себе свободный стульчик. Бургеры. Мексика. А мы просто всплынут, понятно. Ну и пойдемте на 3-й этаж. Такая отсылочка к советским мультикам в том числе. Так, здесь фотозона с забавным медведем. Этими креслами, как они называются-то, циркулями. Ну и посмотрите, настоящие кабинки с чертового колеса, в которые можно абсолютно легально, если они свободны, сесть, и ничего бронировать дополнительно не надо. Также еще Мастер и Маргарита. Какая-то пиццерия. Смотрите, ковры. Ну и потолок. Это световое окно. Очень максимально приятное место. Очень приятно, когда в родном городе есть такие места. Так, ставим на паузу и вычитываем.
Также есть еще одна лестница. Ватер-клозеты. Так, не показал я лифты. Есть два лифта. Ну и опять же растишки. Вот даже пока мы тут ходим, уже чувствуется, что людей как будто бы прибавилось. Любителей булочек ждут здесь и всяких тортиков. Ну и, собственно, на этом фоне будем прощаться. Спасибо, что посмотрели и послушали мой такой краткий исторический обзор. Ну и если понравилось, приходите сюда. Но самое главное, ставьте лайк или дизлайк. Мне важно понимать, нравится вам это или нет. Пока.